I'm in the coupe, riding shady with my boo. Got a slim thing that's gon' shoot, she off the Molly water too. Been getting money, fuck a hoe. Can't cuff no nigga, he gon' go. If you got it, throw some more. Spend that money, you ain't broke. Shake that money maker, show me what your mama gave you. Got it out the mud, it ain't a nigga out here said I made you. Bitches think they cute, these hoes be chicken like the commentators. If I see you with your booty, babe, you know I gotta take them. Man, this shit is expensive. We getting money bags. Man, this shit is expensive. Man, this shit is expensive. Ain't got no money. Man, this shit is expensive. Всем доброе бангладешское утро, теплое. Ну а мы мчим на набережную, и везет нас дядя Рахим. Так зовут водителя рикши. Если честно, меня всегда пугает кататься в рикше, которая закрыта со всех сторон. То есть мы по факту сидим в решетке. В какой-то камере. Мы на месте. Быстро направляемся к кораблю. Главное, чтобы корабль не утонул сегодня. Ну, я плавать умею, вода теплая. Реки здесь не широкие. Опять та самая рыба, которая всплывает, чтобы подышать. Она просто задыхается внизу. Корабль-дискотека. Запахи, конечно, здесь стоят отменные. Запах гнили. Запах гниющей воды. Так, ну, мы поплывем на каком-то таком корабле. Маршрут пока непонятен. Он скорректируется уже во время плавания. Я не представляю, честно, что будет с Бангладешем через 5 лет. Здесь все живое, по-моему, сгниет. Нас направляет куда-то прямо. Всегда. И здесь нормальное явление увидеть, когда два мужика держат друг друга за руку. Это нормально. Такая же тема актуальна в Индии, в Афганистане. Этому есть объяснение. Не будем вникать в эти подробности. Перед поездкой можно затариться овощами, фруктами, какие-то булки. Маленький мальчик вцепился в Абдулу и не отпускает его. Похоже, сезон яблок, потому что яблоки на каждом углу. Какие-то деликатесы местные. Виноград с мухами. Так, теперь понятно, какой корабль. Бля, что здесь происходит? Так, идут торги. Я надеюсь, у этого корабля название не Титаник.
Так, час расплаты. Потолки на корабле. У нас своя каюта. А может и не своя, может еще кто-то с нами будет. Здесь комнатки. А, ну нормально. Что-то крутит он. Вот этот дядька. Просто контакты замыкает. Все, мы начинаем двигаться. Уходим в большое плавание. Прощай, берег. Или не мы уходим? В общем, кто-то трогается. А, одновременно и тот уходит. А, это мы его двигаем, этот корабль. Все что-то регулируют. Все принимают участие в управлении кораблем. Какой-то хаос тут. Хитрый ход называется. Бах. Бангладеш для настоящих мужчин. Прощай, дядька. Я так понимаю, верхняя палуба, дорогие билеты, поэтому здесь что-то народа и нет. Все внизу сидят. 700 рублей каюта стоит. Красиво, но не пахнет даже, а воняет. Работа полным ходом с 6 утра уже. Краску отбивают. Красивый корабль, желтенький. Опять много-много каких-то кувшинок. Но у нас время завтрака. Должно быть. Так, у нас, оказывается, даже не второй этаж, а третий, самый последний. Так, спускаемся еще ниже. Чем ниже, тем веселее. Ну, я так понимаю, самые дешевые места это на полу. Вот в таких креслах подороже уже. Ну, здесь, конечно, сидеть это трэш полный. Здесь очень шумно. Здесь надо молоко за вредность пить. Очень шумно. Нет ничего прекраснее, чем выпить
чашечку кофе на корабле. Оказывается, есть какой-то кофейный аппарат. Ну, кофе, конечно же, с молоком. В принципе, очень быстро плывем. Прям шустренький корабль. Кофе, конечно, не черный, но 3 в одном. И, по-моему, они весь пакетик вот в эти 20 грамм высыпали воды. Очень сладкий. Мне кажется, самый лучший завтрак здесь это банан. 10 рублей стоит один, так как на корабле. Поэтому это лучший вариант, чтобы позавтракать. Ну, по крайней мере, это безопасно. Внутрь пальцы не залезут. Выхлопные трубы. Еще корабли. Одни из самых вкусных бананов, которые я ем. Я вам сейчас объясню, почему. Это не тот банан, который у нас в магазине продается, там, в сетевых магазинах. Это тонкокожий, сладкий, с кислинкой. Очень приятный на вкус банан. Вот именно кислинка делает его пикантным, как вся моя жизнь. Не жизнь, а одна пикантность. И внутри он еще желтенький. Очень вкусный банан. Видно, как женщины стираются на берегу, купаются в этой воде. Так как это мусульманская страна, естественно, они полностью в одежде заходят. На протяжении всего пути мы видим доки, где ремонтируют корабли. Практически все побережье в этих доках. Очень сильно развито здесь судоходство. Уснул я все-таки. Укачивает и очень комфортно спать. Теперь хотелось бы, конечно, пуститься в кругосветное путешествие на корабле. Реально спится просто огонь. Но проснулся я, и здесь сразу стало прохладнее. Не видно берега. Смог и широкая река. Но мы уже подплываем. Ровно 3 часа длилась наша поездка. Мы уже подходим к берегу. Нам говорят, иди куда-то назад, встань и иди. Нам сказали, идите лучше вниз уже. Мы подплываем. Очень интересная картина, конечно. Пробираться к кораблю сквозь эти острова из водорослей. У меня упало настроение. Именно эти водоросли используются при транспортировке молока. Ну, здесь происходят какие-то непонятные для нашего глаза процессы. Кто-то подсаживается официально, неофициально во время пути, также снимается, видно, там за полцены едут. Я не знаю, как это все происходит. Но наше путешествие на этом корабле подходит к концу. Выяснил я, что происходило, когда с нашим большим кораблем одновременно подплыли лодки. Они где-то к нам зацепились на полпути, когда я спал. И за какую-то копейку большой теплоход их отбуксировал сюда.
И получается, капитан — это не хозяин корабля, он точно такой же наемный рабочий, поэтому он также заинтересован заработать лишнюю копейку. И по пути цепляют нелегалов, ну, неофициальную работу. Все крутятся, кто как может. И опять старая добрая электрорикша нас везет. В Бангладеше почему-то возле набережных дороги такой своеобразной местной брусчаткой покрыты. И очень много ям и извилин. Поэтому нас трясет неплохо. Мальчик только что проснулся. Я себя очень хорошо сейчас чувствую, потому что я поспал. Хотел сказать морской воздух, но это непонятно. Это море или река, тут все в тумане. Одностороннее движение. Песок. Много песка. Так себе грязновато, конечно. Но это Бангладеш. Здесь даже, можно сказать, чисто. Дети, которые любят крикет. Мне объяснили, здесь находится море. Мы приплыли по реке, а направляемся мы куда-то в сторону моря. Но оно здесь недалеко. Какое-то озеро. Все стираются, купаются. Женщины с детьми. Человек из какой-нибудь европейской страны, наверное, близко бы не подошел к этому озеру. Получил 1000 заболеваний кожных. Но бангладешцы неплохо справляются с этим всем. Ну, все равно у человеческого организма есть пределы. Здесь прям скромненько, конечно, живут. И домики из, можно сказать, из говна и палок сделаны. Вот это вот был небольшой огородик. Здесь что-то растет, что-то похожее на кабачки. Смотришь на людей и понимаешь, насколько мы разные жители одной планеты. Как сильно мы отличаемся друг от друга. Абсолютно всем. Начиная от цвета кожи, заканчивая местом обитания. Железная дорога. Баранов наконец-то я увидел. Козы. Ну, здесь барашки такие, маленькие-маленькие. Коробки, значит, здесь где-то есть рыба. А рыба уже в готовом варианте выглядит. Но эта рыба в Индии очень дорогая считается. Доходит, если в рублях, до 1000 рублей килограмм. Это какой-то рыбный поселок. Сейчас пацан потащил креветку размером с Кинг-Конга. Здесь все связано с рыбой. Не могу понять, откуда здесь столько рыбы. Много. Это очень даже интересно. Так, ну мы уже возвращаемся куда-то назад. Что-то спрашивают у него.
Здесь живут или солят, непонятно. Вот что в этом цеху происходит. Запах я не могу вам передать. Этот вот рыбный, специфический, конечно, такой. В общем, ну, рыба одна и та же. Здесь солят рыбу. Вот видно свежая. Это уже подольше лежит. Выбор рыбы, конечно, скуден. Здесь всего 3 вида рыбы и огромные креветки. Креветки, да, здесь, конечно, как убийцы. Именно сюда утром привозят рыбу на лодках. Там невозможно находиться на рынке, они кричат, ой, и очень шумно. Стоит дядька с некоторым количеством рыбы и с ручкой записывает, кто больше даст. И, соответственно, этот крик, торгуются. Таким образом они. Креветки очень большие, больше, чем моя камера. И такие креветки стоят в рублях 1000 рублей. Ну, это хорошая цена. Но, опять же, там не килограммы продаются. Сразу коробку нужно забрать. Сейчас, конечно, уже не сезон, потому что рыбы уже намного меньше, чем должно быть. Портовый какой-то поселок. Абдулла хочет закусить. Ну, здесь-то точно рыба свежая всегда. Хотя и здесь, в принципе, могут продать не свежую. Какой-то местный парнишка нас куда-то ведет. Я уж было похвалил этот портовый поселок, что здесь чисто. Так же, как и везде. Я вот отсюда уже вижу, что здесь делают лодки новые. Коза, которая ничего не поймет, что происходит. Все из дерева делается. Абсолютно все. Так как это мусульманская страна, я смотрю, полумесяц. Дедушки. Это местное такси. Все приветствуют камеру. Не так часто здесь видят белых. Вообще и не видят, в принципе. Я не думаю, что сюда туристы катаются. Так, ну все, мы плывем с дедом. Прощай, дедушка. Здесь течение очень сильное. Судя по водорослям, с какой скоростью они плывут. Теперь немножко картина проясняется и понятно. Сюда притаскивают огромные деревья. Здесь цеха по распилке и, соответственно, цеха по сборке и монтажу новых лодок. Одно другому не мешает. Не могу понять, что здесь происходит, но что-то здесь делают.
собирают сеть, по-моему. Нет, это не сети, это что-то похожее на перемет. Потому что вытаскивают, и видно маленькие крючки, на которых сидят маленькие рыбки, живец. Люди некоторые живут прямо здесь, вот в лодках. Это местные цыгане. Вот одна лодка, это и есть квартира. Стоят столбы. Чем выше уровень воды, тем выше поднимается лодка. Но опять же в пределах этих столбиков. Пацаны проверяют сеть. Лодка из полторашек. Полторашки в мешке. Но они очень нервничают и начинают кричать, когда их снимаешь. Местные баржи. Снимаю, а там получилось так, баржа стоит, лодка. Я смотрю, что-то висит. Висит колокольчик. Оказывается, там мужик стоял. Орла сушил. Это местная столовая. Местная столовая на лодке. То есть вот сюда можно приплыть и поесть. Женщина что-то готовит. Я первый раз в такой столовой. Чуть камеру сейчас не уронил, потому что подплыли какие-то ребята, начали выяснять отношения. Что вы тут снимаете? Вот я заметил, чем беднее слой, тем они агрессивнее реагируют на камеру. Ну, злятся очень сильно, когда вытаскиваешь камеру. Салам алейкум. Люди здесь очень бедно живут. How much one boat? 1 lakh. Maybe 70 to 80,000. От 70 до 90 тысяч така. Ну, это то же самое в рублях. Стоит вот такая вот лодка. Ну, это дом. Это дом, в котором можно жить семьей. Это новенькая лодка. Скорее всего, будет как подарок, может быть, молодоженам. Сделана она очень просто. Доска, скобы, просмоленная. Крыша из какого-то непонятного материала. Фольга, кусочки бамбука. Это кухня. Готовится рис. Крупный сорт какой-то. Салам алейкум. Vegetable. Какой-то интересный продукт. Райс? Не пойму, на что похож этот овощ. Но он очень мягко режется. Но он очень водянистый. Сердцевина выкидывается на семена. Три ребенка, муж и она живет вот здесь. Вот 5 человек живут в этой квартире. Аккумулятор где-то заряжается, наверное. Очень скромно живут. Поинтересовался, сколько зарабатывает ее муж в день. Максимум 4 бакса. Это максимум в день. 4 доллара на 5. В принципе, хватает только на еду. Девушка, которая готовит, ее зовут Шахинур. Это вот их лодка. Я так понимаю, что она сейчас на ремонте. Ну, ежегодно, когда заканчивается сезон дождей,
Если есть вторая или сменная, вытаскивает лодку, чтобы подремонтировать, просушить. Он всегда за мной ходит, причем этот дядька. Сезон дождей, когда поднимается уровень воды, не будем мешать мальчику запускать змея. Уже по этим столбам видно, насколько поднимается вода. Даже представить себе сложно, как так жить можно в таких условиях. Not problem. No problem. Так мне разрешили подняться в дом, посмотреть. Здесь живет 6 человек. В этом доме под моим весом можно и провалиться здесь. Это кухня, я так понимаю. Моя голова. Так, это спальня. Спальня. Короче, меня развернули, они увидели мой вес. Говорят, тебе лучше вернуться. Может, можно провалиться. Ну вот, вид из окна. Здесь кто-то жил. Окей. Говорят, не выходи сюда. На веранду не выходи, она слабая. Блин, я не знаю даже. Остается сочувствовать, на самом деле. Жизнь моя житуха. Вот та снасть, которую перебирает в лодке женщина, мужчина. То есть вот идет основная леска, ну здесь веревка, это и вот такие вот поводочки к нему. Так как вода рядом, они занимаются выращиванием уток. Женщина что-то готовит. Смотрите, несмотря на то, что вот, например, здесь живет 5-6 человек, посуды у них очень много. И в основном это сосуды для того, чтобы собрать и хранить воду. Но это уже такой навороченный дом, потому что у хозяина была возможность оббить все железом. Это уже rich home, yes? Oh, kind of. In rainy season, full of water. Некоторые на меня очень интересно, конечно, смотрят так. Но благо, что я не один, а с местными хожу здесь. Одному сюда, конечно, лучше не суваться. Мало ли что может быть. После увиденного всегда понимаешь, что не нужно жаловаться на жизнь никогда. Ну, они больше похожи на местных цыган, если честно. Такие темнокожие. Они все равно отличаются. Маленькая мини-печка, мини-очаг. Потом сделают отверстие, ну, для тяги. И туда закидываются щепочки, дровишки. Подогревается вода. Масло жарится. В общем, мини-плитка. Хочется попробовать рыбки, которые готовят местные. Начинается дождь, поэтому мы спрятались под козырек. Очень даже странно. Обычно дождя не бывает в такое время года. Здесь продают мясо. Hello. Здесь кого-то зарезали. Козы. Салам алейкум.
এটা কি অনুষ্ঠানে কোনো বিয়ে বার্ষিক বিয়ে ক্লাবের এটা একটা অনুষ্ঠানে লাস্ট ইয়ার কয়টা আপনাদের Я так понял, что вечером какое-то мероприятие будет. Половину не понимаю, если честно. Ну, мясо туда, в общем, заготавливается. Ну а здесь всегда шумно. И очень шумно. Так выглядит школа. Чистенько. Вроде чистенько. Много-много казанов. Курица с мухами. Похоже, свадьба сегодня. After 3 p.m. they will start cooking. Я так понимаю, здесь работают повара. Ты сюда приносишь, и они готовят твое блюдо. Картошечка. И еще картошечка. Ну, если честно, вот прям признаюсь, первый раз вижу прям чистое такое масло. Не так часто его увидишь. Единственное, что радует, термообработка убивает все и всех мух. Они умирают под воздействием температуры. Сейчас наш водитель рикши наехал на женщину, ну почти зацепил, но не зацепил. Это мусульманская страна, и он чуть от нее не выхватил. Там видно было. Специфическая мусульманская страна, вот так скажем. Едем в сторону рынка, чтобы купить рыбу. Привезли лед. Но вид у него очень страшный. Купили мы рыбу. 5 килограмм. Сейчас попросим хозяйку, чтобы она нам пожарила. На рынке разводят как могут. Спрашиваю, почем рыба. 1500 рыба, которая похожа на езя. 1500 рублей. Я говорю, зачем мне такая рыба? Дай мне что-то попроще. Нашли по 200 рублей. По 200 така килограмм. Они там фасованные в пакетах. По 5, по 6 килограмм. Взяли 5-килограммовую. И сейчас приедем туда и попросим хозяйку вкусно приготовить. Чисто пригубить. Какова она на вкус. Дождик почему-то сильно заморосил. Я спросил у Абдулы, говорю, переведи, пожалуйста, не будет ли проблем от мужа, ну, если я попрошу его жену приготовить. Сказали, что не будет. Ну, всегда в мусульманских странах нужно делать акцент на это, потому, чтобы не попасть в какую-то непонятную ситуацию. Все, что касается женщины, это слишком эмоционально здесь. Поэтому надо быть аккуратным. У меня уже все пересыхает. Мне срочно нужен чай. Ребята, которые резали коз, они уже забрали мясо и как раз там встретились на пути. Повезли куда-то. Чай здесь вкусный. Я не знаю, что они добавляют в чай, но он очень ароматный. Какие-то листья, какой-то корешок, какой-то шарик. Реально ароматный.
Такой прям. Если такой, но он сам чай немножко терпкий. Я уже объяснял, почему они такой любят пить. После чая там снюсы всякие под язык кладут. Закурить сигаретку, так как я не курю. И здесь у многих зубы желтого цвета. Вот что-то принимают. Здесь козы как танки. Она бежит даже. Не видит, что я иду. Стукнула меня, дальше побежала. Дождик вроде бы перестал моросить. Местные ребятишки наслаждались пейзажами реки. Возвращаются домой. У ворон сейчас пир. Остатки от коз дощипывают, доедают. Вернусь к тому самому молоку, которое перевозят в Бангладеше. Вот именно эта трава. Цветущие кувшинки. Тетка в шоке. Какая-то тетка подошла, зачищает рыбу. Мне пришлось залезть в дом половиной тела. Вот я езжу и в доме, пока они ведут зачистку рыбы. Из троих детей один ходит в какую-то школу, там спецшкола, как я понял. Школа правительственная, больница правительственная. Все это для всех одинаково. Ну, естественно, у того, у кого есть деньги, немножко другой подход. Поэтому, ну, все есть для бедной жизни. Пока я ходил, снимал, народу все больше и больше. Скоро весь поселок здесь соберется. И смотрите, женщина поставила сначала казан, а потом мужик, я что-то сказал, поставь, говорит, новую посуду. Видите, сразу всю новую посуду они достают. И пока продолжается чистка, пришла какая-то взрослая женщина. Не взрослая женщина. Все чистят. This is a husband? Это не муж, оказывается. В рыбу добавили куркуму. Куркума и соль. Вот та девушка добавила. По-моему, тут сейчас весь берег соберется сюда. Ну, вот честно скажу, выглядит это все не так страшно. Выглядит чисто, аппетитно. Люди приспосабливаются ко всему. Муж у нее работает фишерменом. Это рыбак, ловит рыбу, собирает сети, вытаскивает. В день дают по 300 грамм дешевой рыбы. Это вот самая дешевая. Не та, которую мы видели на рынке крупная, а именно вот дешевая. Это вот такого размера, до 2 сантиметров маленькая рыба, которая в сетях не запутывается, а попадается.
не в сетях, а не вот, вернее. Там дают чуть-чуть для еды и по 300 така. 300 така это, оказывается, максимум в день дают. 300 така это 300 рублей. Работа есть не каждый день, через день. То есть сезон, когда много рыбы. Сейчас межсезонье, поэтому с рыбой проблема. Ну и перебиваются кто чем может. Нас все больше. В 10 тысяч рублей можно уложиться здесь и сыграть свадьбу на берегу. И так-то это и дорого выходит. Мне стало интересно, и я спросил, где они рожают детей. Сказали, здесь. В таких вот домиках рожают. Есть бабки-повитухи, кто может принять роды, перерезать пуповину, там каким-то антисептиком что-то пересыпать. Здесь это все проще происходит. Все ждут рыбу, а это всего лишь рыба по 200 рублей. Хазбанд, пришел муж. Салам алейкум. Для подстраховки сказал, что не было проблем. Муж не поймет, пришел с работы, что за праздник здесь происходит. Что за рыба, он спрашивает, откуда она. Пришло время попробовать рыбку. Рыба похожа на какого-то бычка. Вот, обыкновенный бычок. Со специфическим вкусом. Неудобно, есть горячая. Приправа не чувствуется. Ну, вкусная рыба. Знаете, рыба на какую похожа? Когда ты сам на костре жаришь, вот чуть-чуть подгорело немножко. Нормально. Одной достаточно. В это время с заказом. Все смотрите, как я пробую рыбу. Thank you. Я надеюсь, что это вода не из реки. Пожелаем им счастья, здоровья, много работы, чтобы не было проблем с едой у этих людей. Чтобы нашли по слитку золота каждый. И жизнь изменилась в лучшую сторону. Хотя бы, чтобы у этих людей была еда вдоволь. Это уже достаточно. Тяжело осознавать, конечно, что на этой планете все мы люди, и кто-то нормально живет, а у кого тут даже нечего поесть. Нет еды, нет воды. И единственное, о чем они думают, чтобы заработать на еду. Больше у людей нет никаких проблем, только еда, чтобы выжить. Здесь происходит какая-то непонятная процедура. Мне рис отварили, получается, пропустили его через вот такое вот сито, а внизу в этом тазике находится, вот так как это все повсплывало, я так думаю, что это печень и легкие. То есть одновременно кипяток из риса используется то ли в целях экономии воды, то ли мне что-то непонятно. Много-много казанов с мясом. Ну,
Где-то в одном казане килограмм по 10 мяса. Где-то сегодня будет большое праздничное мероприятие или пикник, как они его здесь называют. Это наемные повара. Соответственно, если большое количество приглашенных гостей, самому готовить не нужно. Привозишь сюда, отдаешь. Ребята все приготовили и сразу вам вот прямо в таких бочках, казанах привозят уже готовое блюдо. Многие вещи, конечно, не укладываются в голове, но еще раз, это другая культура. Что сейчас вот этот вот чувак делает? Из мяса выделяется сок, и он его выбирает с помощью марли, тряпки. Сейчас он вытащит и выжмет все это на пол. Дело. Ну да. Что выглядит не так это все аппетитно, как хотелось бы. Повторюсь, термообработка свое дело делает. Замешиваете тесто для будущих лепешек. Здесь видно на несколько мероприятий готовится, потому что там козлятина, здесь курица. Вот мы уже гуляем часа 4, она вот так вот продолжает стоять. Так продается мясо. Свежее. В общем, маленькие козлята и самцы, козлы. Мясо стоит. Почему-то вот именно это очень дорого, из-за того, что они молодые. Сразу начинает образовываться толпа. В исламских странах, если что-то происходит, прям быстро всегда все собираются. Всем интересно. Чувак подошел, не поймет, что тут происходит. В чем дело? Из крайности в крайность. Поесть сегодня ничего не удалось. Это хотя бы заводское. Здесь все так питаются такими штуками. Кейки, панкейки. Сладкое давно не ел. Организм иногда требует. 6 месяцев эта семья, берем одну семью, живет в лодке. Остальные 6 месяцев, если хотят, могут на берегу поставить вот такую вот хибарку и жить в ней. Но в основном они живут в лодках. Поэтому лодка – неотъемлемая часть жизни этих людей. Местные их называют, как они, дословно, лодочные люди. Без лодки им просто придется отсюда куда-то мигрировать. Но они приспособлены именно к этой жизни. Вода их кормит, поет, одевает, обувает. С водой их жизнь тесно связана. С рекой. Это место мне напоминает поселение, которое занимается абсолютно все женщины, занимаются в Бангладеше. Там тоже вот прям все похоже. Вот так вот справляют нужду сидя. Отворачиваются, открывают простынку, водовозы, бензовозы. Тут даже комментировать не хочется. Потому что безвыходная ситуация. Не могу я пройти ради таких интересных мест. Это пруды, в которых разводится рыба. То есть не только
из моря ее вылавливают. Ну и в прудах ее ловят. У этой рыбы есть хозяева. В эти пруды сливается также сточная вода. Это промышленная, ну вот видно из вот этого помещения льется. Вот это все поселение занимается, получается, разведением, ловлей рыбы. Распил деревьев и делают лодки. Я заметил, что здесь очень много людей со светлым оттенком кожи. То есть какие-то пятна. Но он эту воду в рот загоняет. Мне страшно на это смотреть. Здесь уже женская ванная комната и постирочная. Вот смотрите, тут же мусор, тут же утки, куры. С курицами. Здесь какие-то торги происходят, тряпки продают. Это тоже жилье, маленькие квартиры. Первый раз в жизни мне в ногу воробей стукнулся, развернулся и улетел. Здесь, похоже, даже воробьи слепые от такой воды. Как поворот не туда. До уточки. Какое-то мероприятие, похоже, впереди. Или выходят откуда-то люди, может быть. В основном женщины. Здесь дышать нечем. Я это чувствую прям. Какой-то спертый воздух. Что такое? Вот это. Значит, там что-то случилось, я говорю, Аллах Акбар, мне говорят, да, типа, кто-то умер, короче. Поэтому столько много народу. Но почему-то здесь женщин много. Наверное, женщина умерла. Блогер, кто-то кричит. Мечеть. Салам алейкум. Первый этаж красивый, дальше строится. Пруд при мечети. Не пойму, что это такое, но такое ощущение, что там, наверное, труп, наверное, кладут, когда молитву читают или несут кого-то важного. В общем, это, наверное, связанная штука с похоронами. Здесь тоже рыба. Рыбы много, но она вся размером с ладошку. Здесь видно, что вода цветет. Вот впереди какие-то палки, сеточка и вот растения. Это мини-огородик. Что-то там вырастет. Что-то съедобное. Мне кажется, здесь и рыба мутирует от такого количества грязи. Внизу купаются. Свадьба. Но перед свадьбой же нужно быть чистеньким. И ты такой приходишь на пруд вместе с утками, купаешься, намылся, начистился, волосы помыл. Весь в водорослях. Крестьянское кладбище. Стоят кресты.
Никто с ума не сходит. Светское государство. Поговорил я с местом и, в общем, начали с одной темы, закончили другой. Здесь нормальное явление, когда родственники берут дальнюю родственницу, девушку, забирают в жены, чтобы, ну, они так думают, не портить род. На самом деле с этого ничего хорошего не выходит. Мутации, болезни. Ну, у них другие понятия. Практически весь день сегодня серая такая пасмурная погода. Иногда себя ловлю на мысли: дом, дом, где ты, дом? И опять эта мысль куда-то теряется. Дом, в моем случае, это то место, куда меня всегда тянет, на самом деле. Где бы я ни находился, мне хочется всегда домой. Через 2-3 недели наступает иногда такой пик. Прям 2 дня домой, перезагрузиться и опять в путь. Потому что, когда ты ходишь, снимаешь видео, ну, частично переживаешь жизнь своих героев на себе, приходится думать о них. Как-то это все равно оставляет на тебе какой-то след эмоциональный. Поэтому перезагружаться нужно. Здесь очень много цитрусовых. Лаймы и большие такие апельсины. Зеленые. Сети плетут рыбаки. Из чего строится дом? В Бангладеше, в морском порту. Кажется, я сейчас провалюсь, я здесь точно не пройду. Цель найдена, но здесь не пройдешь. Пытались по лодкам прыгать, все равно не получается. Придется обойти вокруг. Там стоят какие-то интересные кучки. Издалека непонятно, не разглядеть. Нам сказали, если хотите рассмотреть, идите вокруг. Послушаем совет местных. Утки, люди, мусор. Очень бедно здесь живут. Одежда похожа на индийскую национальную. Тоже сари. Тетенька ищет что-то в голове у девочки. Еще один огород. Hello. Я так понимаю, здесь бывают волны. Волноподавители бетонные везде. Так, ну мы практически пришли. Мальчик с кошкой. Так, нам нужно спуститься как-то вниз. Картина повторяется. Кто-то рыбу ловит, кто-то стирается. Спортплощадка местная. Сколько хожу, я ни разу не видел, чтобы утку
где-то продавали. Утиное мясо именно. А вот то, ради чего мы сюда пришли. Вот такие вот кучи земли. Но здесь это маленькая. Сюда дальше она большая. Хотелось бы узнать, для чего это все нужно. Здесь точно туристы впервые видят, потому что они даже не понимают, как реагировать на меня. Вот эти кучи меня заинтересовали. Пообщавшись с местными, мне объяснили, для чего они нужны. Делается каркас деревянный, и вот этой глиной все обмазывается. Получается крепкая, мощная стена. Женщины как раз складывают ее в мешки и таскают. Мальчик помогает. Женщины таскают эту глину в тазиках, а на голову такое мягкое полотенце кладется, аккуратно уложенное. И тазик сверху. По факту это трущобы. Самые натуральные трущобы. Здесь нет капитальных каких-то строений. Все из простейших материалов сделано. Да и видно, что не блещут роскошью дома. На сегодня Бангладеша хватит. Всем пока. Постскриптум. মুসল্লিদের জন্য রয়েছে বড় পরিসরে মসজিদ ও অজুখানা, সার্বক্ষণিক নিরাপত্তার জন্য সিসিটিভি সুবিধা, অত্যাধুনিক অগ্নি নির্বাপক সুবিধা, যাত্রীদের প্রতি সতর্কবাণী। চলন্ত পথে সর্বদা আল্লাহকে স্মরণ করুন। নদী আমাদের জীবন, নদীকে বাঁচান, পরিবেশ